середина сентября. Вода уже очень холодная. И отправляясь в дом под землей, дело в том, что у меня не будет возможности его посещать примерно до зимы. Соответственно, нужно подготовить дом к зиме, заготовить немного дров, поэтому садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Это канал Лесной Строитель, и меня зовут Алексей. Погнали! И смотрите, листья уже желтеют. Осень. Там уже кое-где красные. Уже они опадают, падают в речку. Последние теплые дни, и уже совсем скоро начнутся дожди. Честно говоря, я соскучился уже по нормальным осенним дням и осенней погоде. Это солнце уже слегка утомило. Вон там, видите, все прям перегорожено от одного берега до второго затонувшими деревьями. Это постарались бобры. И это на самом деле очень опасное место при проходе его на Покрафте. Потому что у Покрафта нет никакого усиленного дна. И я всегда стараюсь обходить это место по левой стороне. Там есть какая-никакая глубина и отсутствует преграда в воде. На реке очень много вот такого топляка, и только что, прям буквально метров 30 назад, я нарвался на топляк, который был под водой, который я не заметил. Повезло, лодку вроде бы не пробил, нигде вода сюда не поступает. Если сейчас, не дай бог, пробью дно лодки, то мне придется несладко. Повезло. Уже одно отверстие у меня есть в днище лодки. И смотрите, бревно прям вот так вот прошлось по лодке. И слава богу, что край был острие такое, да, затупленное.
Никого не было. 6 часов как с куста, и наконец-таки я добрался до дома под землей. Как вы видите, все здесь в порядке, все на своих местах. Периодически я сюда приезжаю просто отдохнуть. Ну и заодно привозил не так давно сюда такую же доску магнитную, новую, которую сегодня вечером с вами повесим и добавим туда еще один магнит. Ну а сегодня надо переоборудовать входную дверь, чтобы она не протекала. То есть там вот эта вот пленка вся уже рваная, тент, и плюс ко всему маскировка, да, вот это вот все отвалилось. То есть там мох был прижат сеткой обычный, и весь этот мох уже высох, рассыпался, вывалился. Ну и потом уже надо будет заняться доделыванием беседки. То есть там я не сделал пол, и, как вы уже успели заметить, бревна на пол я заготовил. То есть лаги и сам пол из обычных бревнышек, таких тонких жердей, там будет сделан. Ну и, конечно же, по возможности надо будет забить сегодня дровницу дровами, чтобы уже, когда я приду сюда зимой, то есть это будет либо в тот момент, когда уже снег выпадет, соответственно, тяжело будет искать дрова, да, валежник сухой, либо это уже будет, ну, может быть, еще когда снег не выпадет, тогда еще будет возможность запастись дровами на будущую зиму. Но, тем не менее, какой-то минимальный запас дров нужно будет создать, сделать сегодня-завтра. Вот такие вот защитная гидроизоляция такая вот была ранее на этих двух дверях. То есть обычный тент натянут, сверху был уложен мох, и уже поверх все это дело прижималось с помощью такой вот сетки мелкоячеистой. Но, как вы видите, мох весь высох, соответственно, он уже стал такого непотребного вида. Постоянно высыпается оттуда, постоянно все это дело осыпается на лестницу, постоянно приходится подметать, убираться. Ну и сама гидроизоляция оставляет желать лучшего. То есть вон огроменные дыры, которые пропускают воду внутрь на лестницу. Поэтому я принял решение сейчас сверху здесь накрыть брезентом, водонепроницаемым и в то же время, кстати говоря, огнеупорным. Не знаю, зачем это, но тоже не помешает, почему бы, собственно, и нет. А сверху уже будет маск-сеть.
Ну ничего так, издалека все сливается в одно целое. Все зеленое. По-моему, отличный результат. Это именно то, чего я хотел добиться. Как вы помните, в прошлый раз у меня не хватило камней, прям буквально одной коробки. И сегодня я ее привез на лодке. В очередной раз осуществил сюда доставку груза. И сейчас я закончу со своим костровищем, да, то есть и здесь уже все будет так, как было мной запланировано. Выровнял. Как будто полполя картошки вскопал. 6 соток, не меньше. Земля очень твердая. Давно не было дождей, и она прям сухая. Я не знаю, как бетон практически. Приходится ее, жесткая как бетон, приходится ее долбить. Сейчас положу лаги. Уже, плюс-минус по уровню. Я, конечно, не буду заморачиваться здесь. Это все-таки не дом, это всего лишь беседка, да, то есть главное, чтобы визуально казалось ровно, и, в принципе, на этом и все. Поэтому лаги сейчас положу, никак я их обрабатывать не буду, обжигать, еще что-то делать тоже не буду. И уже, получается, раз, два, три, четыре лаги, можно даже 3, наверное, пустить, но я 4 сделаю. И уже потом жерди буду устанавливать, и все. И все верну обратно впоследствии, да, то есть и скамью, и, соответственно, стол. Стол потом прибьется к этой стене и будет стоять всего лишь на 2 ногах. На 2 опоры будет опираться. 2 ноги с той стороны я просто уберу за ненадобностью. И ногам, опять-таки, удобнее будет. И смысла никакого в этом нет. И так будет опираться на стену. Лавку пододвину туда поближе, чтобы здесь можно было выкладывать вверх дрова.
ушину звездочка вот эта вот сломалась. Я не знаю, как она, подшипниковая звездочка или как она правильно называется. Ну, короче говоря, цепь, на которой крутится на шине. Так что с дровами я поспешил насчет дров. Ну, хотя бы самое главное сделать сегодня полы и беседку доделать. Ну, это уж точно я смогу. Ой. Полы готовы. В первую очередь, конечно, сейчас затащу сюда лавку, прикину, как она встанет. Ну и было бы здорово стол закрепить. По сути дела, для этого понадобится всего лишь убрать две опоры и прибить такую направляющую планочку к стене левой, да, и, соответственно, стол можно будет тоже уже потом прибить. Мне очень нравится. Единственное, меня смущает немножко близость к островищам. Хотя, опять же,
не настолько уж и близко для того, чтобы пол мог загореться. Тем более пол, еще раз повторюсь, надо будет упилить, чтобы он не выпирал относительно самой беседки. Отлично. Отлично. Стол, конечно же, кривой. И, как вы понимаете, со временем я его заменю. Еще где-то недели-полторы, и здесь все начнет заливать дождями. Соответственно, может быть, еще и урожай грибов получится здесь собрать. Когда-нибудь, кому-нибудь, да, потому что я сюда приду не скоро. У меня и личные дела как бы появились. Большая загрузка, да, сюда добираться далеко, и возможности выбраться именно так далеко у меня не будет. Надо еще закончить с проектом каменного дома, как-то поднапрячься, тоже приехать и сделать там крышу уже нормальную, пеноплексом, утеплить ее, после чего заняться еще и полами. Деревянный пол там надо сделать, плюс ко всему надо еще и печку выпустить, выход сделать наружу, дымоходы. Дел на самом деле там много, и не факт, что за один приезд все это удастся сделать. Но уже зимой будем вместе с вами пожинать плоды работы, выполненной или не выполненной.
Пора, наверное, закончить уже историю с магнитами. Но, тем не менее, если вдруг кто-то еще захочет прислать магнит, как вы видите, доска свободная, то есть еще порядка там 20-30 магнитов Дом под землей готов принять от вас, то вы можете написать в комментариях под этим видео: Алексей, напишите ваш телеграм. И я, соответственно, оставлю ссылку на свой личный телеграм, где мы с вами свяжемся, и вы сможете уже отправить какой-то магнит. Презентов присылать и отправлять не нужно, я вас очень прошу. Не надо. Итак, не так давно, да что я вру, давно, месяца 2 назад, вот такой вот презент мне прислали из Крыма, Республика Крым, Ласточкино гнездо магнит и Симферополь магнит. Оставили здесь еще, конечно же, записку. Алексей, добрый день, меня зовут Евгения, живу я в Крыму Симферополь. И уже как год почти являюсь вашей подписчицей. Передаю магнит в ваш шикарный дом под землей и оберег вашему дому. Ну, соответственно, магниты и вот такой вот домовенок. Еще Евгения прислала мне бутылку крымского вина на какой-нибудь праздник. Я, конечно же, его открою и попробую обязательно. Домовенок сейчас займет место на полке. Только надо открыть его сначала. Все, открыл. Сейчас поставлю. И самый это прикол еще, не так давно я был в Беларуси. Ну, я вообще сейчас часто туда буду ездить, наверное, каждый месяц, если там не раз в 2 месяца. Ну, короче говоря, очень часто. Был у своего друга Владимира. Вот такой вот интересный сюрприз. Попробуйте угадать, что это такое. Это носки. Носки в банке. То есть, когда я еще улетал, в аэропорту тоже спросили, что у вас в банке. Ну, там вот этот вот рентген проходишь, да, досмотр. Я говорю, носки. Ну все понятно. Удачи, всего вам доброго. То есть, это уже, по всей видимости, традиция, и многие знают об этом сувенире, да, и даже в аэропорту уже, так сказать, не домогаются, не заставляют там показать. То есть, просто вот банку это увидели, и все. Банки, соответственно, они постоянно всегда будут сухие, и мало ли, то есть, когда-нибудь зимой, представьте, да, у меня промокнут ноги, и мы вместе с вами вспомним об этом прекрасном подарке от Владимира, об этих носках. То есть я их открою, а носки, которые у меня мокрые будут, в снегу, все влажные, повешу сушиться. Поэтому не буду их открывать, хотел открыть, показать вам, думаю, да, не надо. Еще успеете увидеть, мы с вами не прощаемся, правильно? То есть когда-нибудь мы здесь все равно с вами встретимся вновь. Вот, поэтому, если хотите прислать магниты, присылайте, пишите в комментариях под этим видео, спрашивайте у меня ссылку на телеграм профиль. Ну и спасибо Евгении за ее презент, за домовенка и за магниты. Сейчас их повешу и буду готовить вкусный ужин. Простецкий ужин, состоящий из стейков говядины и овощей, без всего, ну просто соль и овощи. Я думаю, объяснять даже не надо, то есть что, как готовить. Просто берете сковородку, разогреваете ее до хорошего нагрева, до хорошего состояния, да, и потом выкладываете туда стейки, поджариваете с 2 сторон на максимальном огне, чтобы стейки подрумянились и прихватились, да, поджарились, появилась корочка. После чего уже на медленном огне запекаете.
Как это получится у меня сделать на печке, я не знаю, но что-нибудь попробую. Ну и, соответственно, овощи просто нарезаю и выкладываю на вот такую вот красивую деревянную тарелочку. Очень хочется есть, и я думаю, вам тоже, глядя на мой стол. Плюс ко всему, мы с вами поработали. Ну, я поработал, вы посмотрели, а может быть, тоже кто-то работал. Кстати, было бы интересно узнать, если кто-то действительно работает, смотря мои видео, ну, я не знаю, там в фоновом режиме ставит, то обязательно напишите об этом в комментарии, было бы очень интересно почитать об этом. Сходите к холодильнику и поедим вместе с вами. Приятного заранее вам аппетита! Какая вкуснятина, какое великолепие лежит сейчас передо мной на столе. Даже не знаю, с чего начать. Хочется и мясо, и овощи. Желудок так и урчит. Ароматы мяса жареного так и бьют в нос. Ну и, конечно же, не стоит откладывать в долгий ящик такое прекрасное ощущение, как наполнение вкусовых рецепторов такими приятными вкусами. Великолепно! Это просто не передать словами. Объедение. Не могу удержаться, чтобы не передать привет Илье с канала Тайные Тропы, Илье Колчину. Илюха, привет тебе большой. Я знаю, что тебе очень тяжело выживать сейчас в лесах. Корнеплоды там, грибочки. Ну, если что, заходи в гости, накормлю. Так что, Илюха, привет тебе. Кстати, если кто вдруг не подписан на его канал, обязательно подпишитесь и посмотрите серию его видеороликов про выживание в лесу. Я не знаю, там 5 или 6 дней, сколько он находился в лесу. Но интересный цикл передач, цикл видеороликов, поэтому я думаю, обязательно стоит обратить внимание и посмотреть эти видео вам.
Вон там топляк. Сейчас к нему прибьемся. Там яма, по идее. Посидим, порыбачим. Вот такая вот у меня супер удочка. Уже лежит она в доме под землей год, наверное. Ну, больше так, поиграться на самом деле. Тем не менее, хоть что-то. Лучше, чем ничего. Ничего себе, как они там распелись. Мне нравится, что я тут появился. А рыбачить буду на хлеб. Можно было, конечно, червей попытаться найти вчера, когда землю выравнивал, но я ни одного червя не увидел. Так бы на червей рыбачил бы. Так. Сейчас дно выставим поглубже. Вообще вчера плыл, когда по реке рыбка-то игралась. Может, что и есть. Посмотрим. Хищника сейчас ловить надо. Со спиннингом как раз уже сентябрь. Жирок рыба набирает. Ага, ну нормально, пойдет. Рыба то и дело плещется, то там, но не рядом со мной. Раньше я не понимал тех, кто собирает грибы, и не понимал рыбаков. И сейчас уже сижу час и просто наблюдаю за поплавком. Даже одну маленькую рыбку поймал, прям, ну, совсем уклейка. Вообще беспонтовая, маленькая. Я даже не стал ее показывать, смысла нет. Хочется что-то посущественней. Я думаю, еще долго здесь буду сидеть, поэтому смысла нет продолжать записывать видеоролик. Если вдруг что-то интересное я поймаю, то обязательно вам покажу. На этой прекрасной ноте, сидя в лодке посередине речки, я хотел бы вам сказать спасибо большое за то, что посмотрели этот видеоролик до конца. Будет очень здорово, если вы поставите лайк, напишите комментарий, ну и подпишитесь на канал, если вы до сих пор еще не подписаны на него. На этом на сегодня все. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Пока-пока.